В моем коконе было недостаточно крови, но я отчаянно хотел жить. Я не хотел сдаваться. Я помогу кое-чем, но мне нужен редкий материал. Особые растения. Ну, такие крохотные. Ебать, это что такое? Если Невер это имел в виду, то у нас явно разные представления о крохотном. Обалдеть. Предатель в церкви, сборище монстров, скорое нападение на город, молчащий GDH, который скрывает, цитирую, «самое страшное может случиться совсем скоро», сомневающийся в своей религии инквизитор и ощущение, что на фоне всего этого сегодня произойдет какое-то месиво. Как говорится, дамы и господа, поживем, увидим, если поживем. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в сердце вселенной. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в сердце вселенной, сезон, в котором мы информационно готовы. Да, нам очень четко дали понять, какая-то важная информация о мироходцах, о зарождении искры, скинтах, спарках, да даже о том, почему слабеет GDH и, возможно, Ложка, все это информационно где-то около религии. Мое мнение покажется очевидным, но да, я свято верю, что религия здесь скорее ширма, которая за своими проповедями скрывает достаточно важный кусок истории. Об этом можно думать долго, гадать тоже долго, но о чем точно не нужно гадать, так это клинки Мркгрштраклара. Теперь с предыдущей серии мы можем купить их у Багряника за 100 тысяч спарков. Как же я, черт возьми, хочу их. Но, кстати, мы купили новое оружие, и это добротный двуручный меч. Требование сила 16. У меня пока что сила 13. Да, слабо. Вот честно, я бы прокачался прямо сейчас, но, увы, спарков нет. А спарков нет, потому что монстры пропали. Поэтому придется, ну не знаю, терпеть, а потом еще терпеть. Эй, Марк, привет. Ты что, тут такой задумчивый? Поговорить? Ложка, вот скажи, ты когда-нибудь задумывался о том, насколько все-таки удивительна наша жизнь? Марк, ты чего это? Все-таки согласился попробовать пойло Беренгария, что ли? Нет, просто сегодня... ладно, я думаю, можно сказать. Ложка, если считать по времени багряников, у меня день рождения. Ого! Марк, получается, это с днем рождения? Знаешь, а ведь это первый раз, когда меня поздравили. Ладно. Мне нужно кое-что сделать в мастерской. Первый раз? Ого, это, блин, не знаю, звучит даже как-то грустно. Ну, типа, я понимаю, что это багряники, у них это не то, чтобы, наверное, принято, и он задумался об этом только сейчас, но все-таки первый раз. Сильно. Так, а погоди, а в итоге что ты хочешь сделать-то? Можем поговорить? Нет, только торговать. Ой, вот оно. Клинки Мркгрштраклара. Как же я хочу, черт возьми. Поножи мироходца. Мне все, что угодно здесь купить сейчас, это дорого. Потому что денег тупо нет. Я не могу фармить новые. На всякий случай забежим к Неверу. Здесь... О, Гимлин. Так, простите. О, ну не знаю, Гимлин. Птицы гордые. У нас не сохранилась информация о наших ошибках. Ну, хоть в чем-то мы с тобой похожи. В итоге что получается? У нас хранятся подробнейшие записи ваших проступков. Угу. А у нас ваших. О, смотри-ка. Привет, Ложка. А мы вот, смотри-ка, с Невером пытаемся восстановить историческую справедливость. Я устал, что мы все время ссоримся, блин. Я не привык к такому. Дома должно быть комфортно. Ух ты, дома? Гимлин, рад слышать, что ты считаешь это место домом. Не то чтобы, но выбора-то особо нет. Короче, Ророжка, вы сравнивали, что говорится об одних и тех же событиях у нас и у дворфов. Так, и к чему вы пришли? К тому, что наши предки были редкостными говнюками. О, вот это словечки, Невер. Не ожидал от тебя такого. А вообще... Так, ну ладно. Я там это печь зажжённую оставил. Пойду, наверное, посмотрю там, не прогорело ли. Давайте, ребятки. Все понял. Да, мне, наверное, надо поговорить. Не понимаю, почему он пришел со мной говорить? Что ему надо от меня?
Ты чё, Невер? Он же просто хотел, наверное, поболтать. Ну, подружиться. Нет, он явно что-то затеял. Да? То есть тебе не понравился разговор? Ой, да ладно тебе, Невер, ну не молчи. Тебе не обязательно оставаться таким сердитым и скрытным все время. Еродивый, никогда не говори мне, что делать. Но, наверное, я не против, если этот коротышка заглянет поговорить снова. Ну вот, я рад это слышать, Невер. Кстати, я недавно поговорил с церковниками. Нет, Рорушка, не надо. Мне не очень интересно слушать пересказы церковных бредней. Да нет, про это я не собирался говорить. Да? А что тогда? Невер, кажется, близится нападение на город. Знаешь, один инквизитор поделился со мной кое-какой информацией и... Нападение, я не удивлен. Этого стоило ждать рано или поздно. Только вот, раз это все-таки началось, то... Ты сам понимаешь. Да, очищение, как они называют, близко. Верно. Но в любом случае, возможно, я уговорил того инквизитора готовиться к обороне города. О, Рорушка, будь с ними осторожен. Церковникам не стоит доверять. Но если тебе действительно удалось найти кого-то, кто прислушался к тебе, какими бы отвратительными они там все не были, поддаваться этому дурацкому пророчеству нельзя. Нет, нельзя. Тебе и твоему дурацкому двойнику тоже нужно быть готовыми. Понятно. Все-то у тебя дурацкое и отвратительное, да? Не надо. Короче, Рорушка, я помогу кое-чем, но мне нужен редкий материал. Ты уже вроде как бывал в топях, да? Одно время мы выращивали там особые растения. Найдешь? Смогу помочь. А ты ведь мне говорил, что любишь растения, точно. Я тебя понял, Невер. Как они выглядели? Такие крохотные, с ярко-голубыми плодами. Сами стебли и листья светло-зеленые, почти белые. Не знаю, выжили ли они после стольких лет, но надеюсь, что да. Так, задание сбора урожая обновлено. Окей. Подожди, а в итоге... Что? Про подготовку к монстрам, я не совсем понял. Я, возможно, уговорил того инквизитора готовиться к обороне города. Да, это правда, он там засомневался, начал думать, окей. А вот то, что мне и дурацкому двойнику нужно быть готовыми, я более чем согласен. Помогу кое-чем, но мне нужен редкий материал. Окей, в итоге что это за материал? О, господи, сколько заданий. Так, вот, сбор урожая. Значит, белые, то есть почти белые растения с голубыми плодами. Я не видел ничего подобного в прошлые свои вылазки. Невер сказал, что может использовать эти растения для какой-то помощи. Попытаться найти точно стоит. Все равно я не смогу сидеть сложа руки. Да? Окей. Так, получается, мне нужно в топе. Невер, поговорим еще. Расширение владений, здесь ничего нового. Здесь тоже, до свидания. Так, на всякий случай, прежде чем куда-то идти, используем сферу желаний. Она придаст мне больше спарков, больше выносливости. И уже после этого телепортируемся в топе. Вообще, на самом деле, топе я не то чтобы осматривал в предыдущий раз. Типа, да, я немного побегал, но это было мало. Окей, переместиться. И, как говорится, здравствуйте. Был бы хоть какой-то путеводитель, типа налево, направо, там какие-то белые цветочки с какими-то зелеными стеблями. Но при этом, если я найду какого-то монстра, с которого пофармлю спарки, я буду более чем доволен. Опа. Подожди, цветочек явно выделяется. Ну-ка, здравствуйте. Нет, это... это просто подсолнух, ладно. Мать, это что такое? Это что, мать его, такое? Погоди, это какая-то деревушка. Если Невер это имел в виду, то у нас явно разные представления о крохотном. По сравнению с этим гигантом, крохотный скорее я. Но по цвету вроде бы оно. Даже отсюда вижу голубые ягоды. Надеюсь, это будет несложно. Подожди, Невер, ты имел в виду живое растение? Невер! Какого черта ты не предупредил? Так,
Стоп. Во-первых, сфера желаний по-любому. Еще разочек явно пригодится. Мало ли там у меня что-то уже просело. Амулет красного фиала, надо что-то заменить. Так, ненадолго увеличивает урон после убийства существ. Существ у меня типа не будет, кроме одного, как я понимаю, да? Поэтому мы заменяем амулет на другое, чтобы больше регенилось. Но, если эта штука сейчас будет вызывать каких-то монстриков, то тогда я заменю обратно. Привет. О, боже. Здравствуй. Понял. Надо двигаться, надо всегда двигаться. Так, хорошо, у меня эльфийский длинный меч, у меня хороший меч. Сюда! Тихо. Так, ладно, ты машешь какими-то стебельками. Эй, слышь! Ай, черт, я тебе не муха, чтобы так со мной обращаться. Ладно, сейчас все сделаем чики-бомбони. Эй, слушай, а мы все-таки точно не можем договориться? Экс. Нет, мы не сможем договориться. Фигачим, уходим. Ладно, это было просто. Эту атаку в целом я понимаю. Давай. Оу, тихо, молодой. Батюшки, это еще что такое? Ай-яй-яй. Так, у меня какая-то полоска наполовину заполнилась. Что это такое? Непонятно. Но, честно говоря, узнавать я все равно не хочу. Надо убить как можно быстрее. Тратим полностью выносливость, потом отходим. Ай. Что? А, шипы. Я уже примерно понимаю то, что когда он корни пуляет в землю, надо уворачиваться. Ай, ты еще и ротиком работаешь, понял? Тихо. Сколько времени прошло с последнего визита Невера сюда, что оно стало таким огромным? Ты правда сейчас думаешь именно об этом? Вот, кстати, в момент этой атаки можно легко бить. Да, потому что... Ай. Я сейчас умру! Бляха, долбаный луч! Почему ты там был? Спарки мои, спарки. Реально с самого начала. Последний удар! Нет, подожди. Ну, господи, долбаная выносливость. Ударь его! На! Ну. Уверен, этот мой рассказ Неверу точно понравится. Сколько? 25 тысяч спарков! Ой, ты посмотри, что с него еще выпало. Белый усик. Усик мутировавшего растения измора. Он все еще шевелится. Отравленный кристалл скинта. О, это можно купить у Марка. Поврежденные железные скороходы. Выглядит не самым лучшим образом. Кажется, я вижу следы от зубов этого растения. Да, жалко беднягу, который носил это раньше. Кого-то даже съели. Так, ну и вот самое главное. Мутировавшие голубые ягоды. О, кажется, об этих ягодах говорил Невер. Они выглядят больше, чем должны были быть по описанию. Надеюсь, это не сделает их хуже. Они тоже мутировали. Так, ладненько. Прошу прощения, здесь что-нибудь... Это что такое? Ать. Так, просто мухоловка. Хорошо. А внутри у нас... Кто-то здесь явно когда-то жил, но потом пришло это растение, точнее, выросло, и все. Здесь уже никто не жил. Не, ну то, что у меня теперь так много спарков, говорит о том, что я могу либо прокачаться, либо нафармить на клинки Мркгрштраклара. Я вот даже теперь не понимаю, мне сэкономить или как? Невер, кажется, я сделал все в лучшем виде. Ты где? Так, видимо, где-то у себя. Невер, у меня тут красотулька. Но, прежде всего, ребят, на самом деле я должен признаться, мне тут немного проспойлерили. Точнее, так скажем, дали невероятно жесткий совет. Короче, в момент дня рождения принято что? Дарить подарки. И мне прям жирно-жирно написали: подари часы Марку. Да, то есть тут, я не знаю, даже решили ничего не скрывать. Ну что ж, давайте попробуем. У меня редстоун есть, золото есть. И окей, представим, что я до этого догадался сам. У нас есть часики, погнали. Привет. А у меня для тебя это подарок. Да, реально, подарить часы. Не, ну на самом деле до этого я бы никогда не допер. Вот типа, если бы не подсказка, я вообще в жизни бы не допер, это правда. Ну ладно, подарить. Что это? Это тебе, Марк. Подарок. На день рождения. Да... для меня? Ну конечно для тебя. Иди за мной. Что? То есть это еще и не все? Видимо, поэтому мне и дали подсказку, что это какой-то очень важный сюжет, да? Ты хочешь что-то... Ну вот здесь. О, повесил. Лолушка, я хочу кое-что рассказать тебе. Я знаю, что не должен был рассказывать Джону о твоем измерении. Да, конечно, в итоге все обернулось хорошо, и оказалось, что вы друзья. Но я не знал этого, когда столкнулся с Джоном впервые. И считаю, что кодекс чести багряников обязывает меня извиниться перед тобой. Оу. Да ладно, Марк, ты чего? Ты не должен мне ничего объяснять, все в порядке. Нет, я тоже так думал. Но сейчас я понимаю, что долгое время обращался с тобой несправедливо.
Мои реакции на твои поступки были преувеличены, а мое эго, оно не позволяло понять мне этого. В общем, прежде чем я позволю тебе пуститься в объяснение, пообещай, чтобы этот разговор остался только между нами. Подожди. То есть он меня вызвал не только, чтобы извиниться? Я-то уж подумал, типа, вау, извинения от Марка, ну окей. А он, оказывается, что-то рассказать хочет. А с чего ты вообще взял, что твое бормотание мне интересно? Марк, ты не обязан ничего мне рассказывать. У тебя были на то причины. Да, конечно, я никому ничего не расскажу. Хорошо. Когда ты узнал, что я увлекаюсь кузнечным делом, ты был удивлен. Должен сказать, что это действительно нестандартное занятие для багряника. Дело в том, что я не совсем обычный. Я ущербный, Лолошка. Я выродок. Я ошибка. Мало кто знает, как размножаются багрянники, потому что никто не был в нашем родном мире. Точнее, были, но уже никогда оттуда не возвращались. Так вот, мы начинаем соревнования за жизнь с самого момента рождения. У нас у всех, Лолошка, одна мать. И наша мать помещает зародыш в особый кокон со своей кровью. Ого, продолжай. В этом коконе мы питаемся, пока формируемся. Когда же багряник сформировался полностью, он должен прогрызть свой кокон и выбраться из него. Если замешкаться, кокон может стать слишком мал и повредить крылья. А еще, коконы сделаны из затвердевшего белка. Прогрызть его сложная задача. К тому же, коконы багряников не пропускают воздух. Сформировавшиеся багряники нуждаются в дыхании, Лолошка. Поэтому, если не успеешь, задохнешься и станешь питанием для следующего зародыша. Обалдеть! Именно такая судьба ждала меня. В моем коконе было недостаточно крови, поэтому мое формирование закончилось раньше, и я не смог развиться правильно. Да, такое бывает, и обычно таким, как я, не хватает сил выбраться, и круг жизни повторяется. Но я отчаянно хотел жить! Ой, Я не хотел сдаваться! Охренеть. Из-за удара о землю мой кокон повредился, и все же я смог выбраться. Спустя много часов после всех моих братьев. Офигеть! Это невероятная история багряников. Слушайте, это очень круто, правда? После вылупления, Лолошка, багряники остаются в родном мире до окончания обучения. Марк маленький Дабы не может. компенсировать свою слабость и свой маленький рост, я Так, что ты? Я усиленно тренировался без сна и отдыха. Ага. Я был первым таким уродцем, которому удалось выжить. И наши учителя сказали мне, что если я не сдам экзамен, мне не позволят его пересдать. Меня просто убьют. Экзамен, Лолошка, это проверка, что багряник не опозорит свою расу в других мирах. Без него запрещены межмировые переходы. О как? Интересно. А потом выяснилось самое позорное. У меня с вылупления не было дара сангвимантии. Сангвимантия — это магия крови. Типа он не смог высосать из этого человека кровь? Или... Без сангвимантии шансы сдать экзамен багряников стремились к нулю. Я понял, что единственный мой шанс — найти лазейку в кодексе. И я нашел! Ты тут, получается, у нас самый умный багряник. Описание задания, которое должно проверять сангвимантию, следующее. Багряник должен обескровить свою жертву быстрее, чем упадет последняя песчинка в ритуальных часах. Никому раньше не приходило в голову, что обескровить можно не только с помощью магии. И я ухватился за эту соломинку. Ты его просто... Именно так я пристрастился к созданию оружия. Вот как ты стал кузнецом. Раз за разом я совершенствовал свои клинки, умение владеть ими, но... Обескровить существо магии все равно намного проще и быстрее, чем руками. Я понимал, что не успею.
Именно тогда я увлекся часами. Незаметно до сдачи экзамена я смог капнуть немного своей крови в часы. Это скрепило несколько песчинок вместе и дало мне достаточно времени, чтобы успеть обескровить существо. Все понимали, что я как-то жульничал, но не знали как. Да и мои стремления и рвения произвели на старых учителей впечатление, и консилиум таки принял решение, что я сдал. Я думал, что этот момент моего триумфа заставит меня забыть о всех насмешках, издевательствах, оскорблениях, через которые мне пришлось пройти. Я думал, что эта победа станет искуплением всех моих страданий. Но даже оказавшись в бесконечности мультивселенных, будучи сильнейшим воином, искусным магом, я все равно чувствовал себя все тем же маленьким насекомым, который выбрался из кокона позже всех. Именно с тех пор я стал искать способы обрести сангвимантию, чтобы ничем больше не отличаться и чтобы стать таким же, как все. О, сколько бы я ни скитался, сколько бы я ни пытался найти, никто не мог мне помочь. Но я знал, ответ должен быть. Как я и знал, что не умру в коконе и не позволю убить себя после экзамена. И в итоге я нашел этот ответ, Лолошка. Древний ритуал, который привел меня в этот забытый всеми мир. Мир, из которого нельзя уйти. Мир, где есть отец столь сильный, что он может исполнить любое мое желание. Марк, подожди. То есть ты веришь в очищение, потому что считаешь, что оно... Именно, Лолошка. Мои усилия, моя праведность и верность позволят наконец-то получить магию крови. Да, но ты же должен понимать, что большинство религий построены на надежде, которые почти никогда не сбываются. Нет, молчи! Здесь все не так! Путь сюда был слишком сложным. Жизнь здесь слишком полна лишений, чтобы все это оказалось зря. Но... в любом случае, Джон понял, что я не обладаю сангвимантией практически сразу, и стал угрожать мне. Жизнь багряника Лолошка с момента вылупления — это борьба, постоянное соревнование и постоянный конфликт. В этом плане я, наверное, самый истинный багряник из всех. Знаешь, я ведь раньше никогда не сталкивался с концепцией дружеского соседства. В наших сотах, где мы росли, всегда нужно было следить, чтобы тебя не убили. И я никогда ни с кем не общался просто... так. Ты был первым, кто дал мне это. Я не хотел, чтобы Джон рассказал тебе о моей слабости, и чтобы ты разочаровался во мне. Впервые я почувствовал, что я сильнее с кем-то, нежели в одиночестве. Ага. Подожди, то есть ты подумал, что я засмею тебя? Не, на самом деле, вот чисто моя такая зрительская симпатия, я считаю, что вот топ-1 по силе это скорее GDH, а на втором месте скорее Марк. Потому что, ну, из него как-то, не знаю, пылает эта сила, причем буквально пылает. Ты был прав, что не рассказывал мне. Твое нытье даже хуже, чем стенание Невера. Марк, я и сам уже догадался. Просто ждал, когда ты мне расскажешь. Спасибо. Эй, Марк, ты чего? Как я могу считать тебя слабее, когда ты столько всего преодолел? Там, где другим доставалось легко, ты выгрызал свои успехи. Ты намного сильнее своих братьев. О, я никогда не пойму, как ты можешь так рассуждать. Мои слабости, Лолошка, не делают меня сильнее. Это противоречит банальной логике. Да, но все же я благодарен тебе за поддержку. И за то, что открываешь для меня новые виды взаимодействия. Ну и, конечно же, за часы. Это прекрасный подарок. Спасибо. Не забывай, ты пообещал, что эта история останется только между нами. А теперь я таки займусь своими клинками. Ага. Ха-ха-ха! Обалдеть! Я понял, почему мне нужно было подарить эти часы. Это невероятно крутая история, не только вот здесь и сейчас,
Но для всего лора впервые я познакомился с Багряником, знаете сколько? 4 сезона назад. И тут на тебе, мы наконец-то узнаем, как они, ну, растут, вылупляются, причем буквально вылупляются. Это круто, прям реально круто. Спасибо большое за то, что подсказали. Вот честно, я бы до этого никогда не додумался. Так, в итоге торговля какая-нибудь, типа там скидочка. Нет, скидки не появилось. Я, кстати, узнал, зачем вот эти вот чистые кристаллы скинта, отравленные кристаллы скинта и так далее. Если мы берем какой-то меч, далее добавляем этот кристалл скинта, то та-дам! У него появляется эффект отравленный. Наверное, прямо сейчас делать я этого не буду, потому что я не уверен в этом оружии. Геймлин, а у тебя чего? Поболтаем? О, отдать белый усик. Вот, возьми. Ну-ка, давай сюда. Сейчас все будет. О, смотри. Цепляющий ус. Стоимость товара 1000 спарков. Окей, покупаем. Спасибо. И что это делает? Амулет, созданный из растения. Дарует владельцу цепкость лозы, снижая расход выносливости на выполнение трюков. О, то есть мы будем немного экономить выносливость. Окей. Сейчас, конечно, мне это не пригодится, но ради паркура в будущем спасибо. Так, кстати, а как там Альфред? У него все хорошо? О, господи. Тихо, куда паркурить? Так. О. А, так погоди. Тут еще и Беренгарий. Здравствуй, здравствуй. Альфред, если что, перестал бредить. Дыхание выровнялось. Заражение, знаешь ли, тоже как будто замедлилось. Как будто бы эта хворь, знаешь ли, оставила свои попытки его заполучить. Что это такое-то? Ну или же, может быть, она там приостановила? Ай-яй-яй. Не должно быть так, не должно. Юному воину стало лучше, а у меня, знаешь ли, как будто кошки на душе скребутся. Предчувствие у меня такое, знаешь ли, ложка. Плохое у меня предчувствие. Ну, или же это просто газы от зеленых мухоморчиков. Беренгарий, ты неповторим. Хе-хе-хе. А то... Ох, предчувствие это все равно плохое. Подожди, а что в итоге? Он больше не заражает? Погоди, а у него как будто кристалл стал меньше, не? Или это у меня уже бред? Но да, мы понимаем, что если у него закончилось заражение, точнее он перестал заражаться, то это не обязательно хорошо, потому что мы видели вот это. Да, как буквально перед нами распался один из зараженных. Если в итоге получится так, что Альфред распадется, это... Блин, я даже не знаю, не хочу об этом думать. Ладно, Never, это самое, у меня давным-давно ягодки есть. Все принесу сейчас. Ты, надеюсь, здесь не спишь? О, привет. Так, вот, возьми. Отдать ягоды. Ну, это... Ба! Это же похоже на то, что я просил. Но оно не похоже размерами. Кар, юродивый, ты даже тут отличился. О, Never, твои растения мутировали в огромного хищного гиганта. Я еле отбился от него. Ну? Ты уничтожил их? Ну, да, а как еще? Либо я их, либо они меня. О, я понимаю. Что? Так, ладно. А чем ты собирался помочь мне? Ну, сначала Спарки. Что? Never, ты шутишь? Я гонялся за этими ягодами, а теперь ты еще и Спарки требуешь? Ну да. Еще захотел. Классика. Ну ладно, у меня есть Спарки. Замок GDH 2000... Подожди, это за те самые ягоды? Расширение владений, здесь ничего не появилось. Здесь торговля все такая же. Ну давай, замок GDH. Ну, отойди. Так. Супер, спасибо большое. А в итоге ты ничего не скажешь? То есть за эти ягоды Подожди, я его типа купил? Или ты за эти ягоды в итоге что-то сделал? То есть, не так. Эти ягоды, они нужны были, чтобы что-то сделать? Я просто не понимаю, что в итоге могло измениться. Эй, GDH, а ты дома? О, фонтан. Это еще что такое? Привет, Джон. Фонтан? Что? О нет. Он думает, что он смешной. Зачем мне здесь фонтан? Почему ты не создал его, например, на своей территории? Эй, ну знаешь ли, чисто технически это моя территория. Потому что все это мой сон. Ну ладно, справедливо. Но все-таки для чего он? Да, ну, Never сказал, что он поможет и сделал. Ну-ка, на-ка.
Та-та-та. Странненько все это. Что, водичка? Что? Кажется, я понял. Эй, ты где? Беру свои возмущения назад. Возможно, я недооценивал твоего пернатого дружка. Ты что, только что передразнил Невера? Ага. Так, ну ладно. А что за фонтан-то, ты понял? Понял. И не скажу. О, Джон, ты опять за свое. Опять за свое. Хе. Да ты рофлишь, подожди, ну скажи. Я не могу поговорить. Я ходил, убивал огромную монстрюху, заплатил за это еще 2000 спарков. В итоге у меня дали фонтан и... И что? Подожди, я должен догадаться? Может быть, я должен прыгнуть? Ну-ка. И что? У меня, блин, диссонанс какой-то. Скажи уже, пожалуйста. Может быть, я там загорожу ему солнце? Не, видимо, никак. Окей. По итогу это что же получается? Ни Невер не скажет, ни GDH? Давайте на всякий случай проверим. Ну-ка, привет. Так, могу торговать, могу расширяться. Насчет торговли, кстати. Окей. Я бы, наверное, купил у тебя эксперименты. Привет. Далее сразу проверяем, что у нас появилось. И это... Так, как будто новая свеча, какие-то подсвечники. Это все мне не то, чтобы надо. Но вот что именно появляется новое, я не понимаю, честно. Тут так много товара. Нет, смотри. Магический саженец. Звучит хорошо, приятненько. Ну да ладно, покупать я, наверное, больше ничего не буду. Я очень хочу пользоваться вот этим добротным двуручным мечом. Типа, для него нужна сила 16. Но я понимаю, что даже если я прямо сейчас прокачаю эту силу, мне бить-то некого. Монстров практически нет. Когда появятся эти монстры? И вообще появятся ли они? Что это за сюжетный поворот такой, а? Когда мне дадут кого-то бить? Все это мы узнаем, видимо, уже в следующих сериях. Я уверен, что монстры появятся. Но вот когда... Не знаю. Огромная история зарождения багряников. Это было шикарно. Серьезно. Я могу сказать, что данный сезон, он закрывает так много вопросов про другие сезоны. Он настолько офигенный. И ведь это всего лишь какая? 26-я серия получается, да? И такое обычно раскрывается, ну, дай бог, там к 50-й серии. А тут на тебе, начало сезона как будто. Короче, ребят, не забывайте, пожалуйста, ставить лайки. Не забывайте подписываться. Я очень надеюсь, что вы поддержите меня и команду. И если что, вот эта ссылка Бусти, которая... перед вами, она тоже, если что, может позволить помочь нам. Первый раз такое говорю. На самом деле, ежемесячные пожертвования, которые вы можете оформить в помощь нашей команде, очень ценятся. Все вот эти никнеймы, которые вы видите, это все ваша поддержка. И если вы хотите тоже сюда попасть, то, ну, опять же, ссылка, вот она прямо перед вами. Огромное спасибо за то, что поддерживаете не только меня, но и YouTube. В условиях замедленного ютуба. Если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и офигенная история про багряников. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.